Так, ну что, всех рад приветствовать. И у нас продолжение, часть номер 3 нашего прекрасного путешествия по Турции. Как говорится, не будем долго затягивать и сразу к веселому. А к веселому мы с вами уже едем в сторону Эфеса. Такая довольно-таки интересная достопримечательность. Там я, в принципе, хотел посмотреть одну из главных таких локаций. Это, получается, библиотека Цельсия. Очень интересное такое место. Как ни крути, а все-таки здание 114 года нашей эры. И названа она в честь Тиберия Юлия Цельсия. Ну, я вам скажу, Google в помощь мне, как говорится. Поэтому я такой выпендрежник получился. Так, ну что, на самом деле довольно-таки очень интересно побывать в таком месте. Я немного забегу, вперед, расскажу о том, что я даже не предполагал, какая локация нас ждет. Так, и сразу вам расскажу о главной нашей ошибке, которую мы совершили. Все-таки мы сюда направились в самое пекло. Это уже было 11 часов дня. Выбора у нас особо не было, но все-таки можно было как-то немного сместиться. Так, ну что, друзья, купили билетик. Вот такая вот экскурсия, 700 лир с человека. Еще хотели нам, кстати, за 950 предложить, чтобы зайти в какое-то здание. Но, наверное, в этой поездке мы с экскурсиями заканчиваем. Нам только теперь море. Поэтому хватит. Что-то тут совсем не то творится. Даже Ирину пропустили. И всего-то за 700 лир. Так, ну что, сейчас пойдем узнавать, стоило ли оно того. Куча разных картинок, куча разных развалин. Кстати, здесь смотрите, какая подсветка сделана. Я думаю, вообще ночью здесь зачетно будет. О, нам туда. Скорее всего, здесь надо было заплатить за дополнительный вход. Пойдем посмотрим пока. Просто одним глазком. Все понятно. Это проход на амфитеатр. Смотрите, опа. Вот здесь сцена, если ты хочешь выступать. Вот здесь, если ты зритель. Сюда пошел. Трам-пам-пам. Что ж опять за физические нагрузки здесь. Нельзя было все на одной плоскости строить. Вот. И я вам скажу, явно не для битв львов и гладиаторов. И я вам признаюсь честно, мы в принципе даже не ожидали, что здесь настолько крупный город. Получается, здесь довольно-таки очень много вот таких вот мест. Там налево повернешь, какие-то развалины, направо повернешь, развалины. Это вот, кстати, уже мы приближаемся к моей заветной мечте. Тут что я хотел посетить. Это библиотека Цельсия, как раз таки. Вот она крупным планом для вас. Еще до сих пор раскопки ведут. Пока только, правда, чай пьют. Вот такие дороги. На голде, конечно, не очень, поэтому сюда не доехали. Вообще, конечно, симпатичное место. Такие здесь дороги в одну сторону, в другую. Все это восстановили. Так, ну что, мы продвигаемся дальше. Много сохранившихся текстов тут. Довольно-таки интересные локации. До чего можно дотронуться, заполировано. А мы продвигаемся к библиотеке Цельсия. Одна из локаций, которую мы хотели здесь посетить. Колоссальная конструкция. Никто из туристов сюда не ходит. Мы случайно, только для вас, нашли закрытый проход, подсвечивающийся вот такими специальными фонариками. Только для вас, только для вас. Вы вот колоссальную конструкцию сейчас увидите. Просто. Вы, кстати, хотели, чтобы я показывал больше древностей? Вот, смотрите, идут две. Вот
Я и она. Две древности. Ну, я же говорил, что будет колоссально. Да, конечно, мы тут не одни. Ну, что поделать, всех не выгонишь. Ну, вообще, конечно, какой-то громадный зал тут был. Вечеринки тут, наверное, гудели. Ух, мама, не горюй. Ава Цезарь, все кричали, Ава Цезарь. И какие красивые достопримечательности. И подтвердить, вот, кстати, Ирина, поздоровайтесь. И подтвердить, что не я один такой безумец. Ношу шерстяные носки в 35. Вот у нас тут есть представители из ближнего зарубежья. Все девчата в этом, видишь, в теплышке, не замерзают. Так, ну что, друзья, добрались мы до библиотеки Цельсия. Смотровая шикарная, потому что там, мама, не горюй, сколько людей. А людей здесь действительно было немало. Ну, в принципе, я думаю, что если бы мы в какой-то более ажиотажный период поехали, я думаю, здесь людей побольше было. Вот, кстати, место, за которое нам предлагали доплатить, это какой-то музей, получается, он накрытый был. Ну, в принципе, нас интересовали больше вот эти вот местные локации, и мы хотели именно как раз таки эту библиотеку посмотреть, поэтому не акцентировали на других моментах внимания. Ну и подобравшись поближе к библиотеке, да, мы в принципе не ожидали, что она такая красивая и столько сохранившихся моментов, да, присутствовало в архитектуре здесь. Поэтому, довольно-таки интересная. Ну, тут я немного Авы Цезаря изображал. Ну, интересно, мы сюда за библиотеку зашли, и исторически она очень интересная, если вы погуглите про нее. Вот, кстати, почему я и рекомендую здесь иметь какую-то сим-карту с интернетом, потому что, к любому объекту подходишь, да, и предварительно можно было погуглить, что и как он из себя значит. Где-то здесь хранились куча свитков, по-моему, 12 тысяч, насколько я помню. Само здание 170 года. Короче, навру сейчас, гуглите. Да, здесь, конечно, если вы поклонники Древней Греции или Рима, да, мне кажется, вы здесь реально с ума сойдете. Потому что здесь сам комплекс по себе очень громадный и столько интересных моментов. Ну, а мы тем временем решили посчитать, сколько колонн, и, как говорится, посчитали в ирах, сколько их выходит. То мы уже хотели было сдаться, как говорится. Но, блин, тут еще амфитеатр. Да что ж такое, мы уже... этот, правда, громадный, просто громадный. Мы уже хотели идти обратно к мотоциклу. Все дальше и дальше уходим от него. В общем, еще есть вон туда дорога. Мы пришли оттуда. Еще нам предлагают вон туда налево свернуть в какой-то 3D музей. Но мы сейчас заглянем вот сюда. Это громаднейший какой-то амфитеатр. Вот кот отдыхает. Тут, кстати, с котами вообще проблем нету. Пьют прям с бутылки. Вот Ирина пока не сдает позиции. В общем, и ступеньки, конечно. Мне кажется, они все были атлетического взгляда. О, канализация. Так, ну и что? Так, пойдем сюда или сюда? Все, какого верху мы начнем? Мы и так уже столько прошли. Так, ну ладно. Я думаю, что это заключительный на сегодня для нас объект. Так, хочется поговорить на телефон. Добавить, как тут все грандиозно. Колоссально. Колоссально, да, Ирина помогает. Она меня не бросает, всегда подсказывает. Ё-моё. Охренеть, он какой большой. Вот здесь, кстати, и могли замесить пару тигров-гладиаторы. И наоборот. Вот такой вот он на вид. Ну, кстати, с шикарным видом. Задаю себе вопрос. От чего сидеет волос, год за годом связки рвал. Твердым стал мой голос, удивляюсь сам себе. Может, это старость, дуновением ветерка вдруг ко мне подкралась.
Ну вот, когда мне еще удастся выступить на такой сцене. Ну, в общем, получилось у нас. Все-таки спустились мы сюда. Этот объект нас манит, как прекрасная сцена. Посмотрите, вот отсюда львов выпускали, отсюда гладиаторов. Иногда они менялись. Вот туда уносили. В общем, место очень довольно-таки интересное. Рекомендую к посещению. Ну а тем временем время переваливало уже, получается, за 2 часа дня. И, как видите, туристы чуть по чуть подтягивались. Кто, видимо, с экскурсией заезжал сюда. А у нас, по сути, время уже поджимало. Мы, конечно, хотели там посмотреть. Я вам скажу, мы когда увидели эту карту, да, самого объекта, мы, конечно, обалдели. Мы реально прошли, может быть, 50%. Ну, плюс-минус, как говорится. И, в принципе, там еще и смотреть, ну, я не знаю, в этот жаркий, прекрасный день мы бы, наверное, не посетили все эти локации, которые там расположены, потому что там еще и музей, там еще и, получается, какие-то большие захоронения. Там реально столько локаций было еще, смотреть не пересмотреть. Плюс нам еще дорога обратно. Там, получается, у этого музея есть 2 входа. Вот мы как раз таки, ну, мы когда вечером были там, мы, получается, один из входов, мы хотели оттуда зайти. И когда сегодня мы вернулись, нас, кстати, узнали там местные жители и говорят: ребята, а почему вы вчера не захотели остаться в этом, ну, комплексе, погулять? Вчера уже было хорошо, ну, и по погоде, и по температуре было намного удобнее и комфортнее гулять, если бы вы пошли там в 6 часов вечера, как мы туда приехали. Ну, мы объяснили, что мы хотели много посмотреть. В принципе, по времени мы не уложились, конечно, посмотреть всю эту локацию. Но, как бы, и по жаре тоже некомфортно. Ну, я вам скажу, что самое главное мы здесь увидели. Самое главное для себя, по крайней мере, мы посмотрели. Да, конечно, просто грандиознейший. Он и по размерам, и по размахам, и по сохранившимся таким вот местам, локациям, и вот таким достопримечательностям. Нам очень понравился. Мы действительно не пожалели, что заскочили в него. Но, как ни крути, у нас путешествие движется дальше. И нам уже надо ехать в сторону города Мармарис. Там мы хотим отдохнуть, как говорится, снять усталость. У нас по планам в Мармарисе было 3 ночи. 3 ночи таких, что вот просто поставил мотоцикл и забыл про него. Вот чтобы прям вот снять вот эту вот глубокую усталость, накопившуюся за время вот этого всего путешествия. Ведь километраж уже был пройден довольно-таки немалый. Поэтому мы уже двигались с таким предвкушением. Хотя я вам скажу, в Мармарисе мы не были ни разу до этого. Да, много локаций мы в Турции посещали. И пакетными турами мы очень много по Турции путешествовали. Но в Мармарисе мы ни разу не были. Поэтому для нас это был город-сюрприз, о котором много кто говорил, много кто рассказывал, что действительно интересное место. Стоит посетить старый Мармарис, он довольно-таки по локациям очень интересный, там и получается и пристань у них большущая такая. Ну, это опять же забегая чуть вперед. У нас, кстати, уже на горизонте сам Мармарис. И вот эта громадная бухта, да, которой он славится, тихая, потому что она закрытая всегда. Здесь, в принципе, таких особых штормов не бывает. Наверное, один из ключевых моментов этой бухты, почему сюда многие любят ездить. Потому что волн здесь больших не бывает. Ну а мы тем временем уже вот добрались, получается, в сам Мармарис. Здесь, опять же, мы искали квартиру заранее, но ничего приличного не нашли. И поехали вот просто наобум, двигаясь по самому городу, присматривая более или менее гостиницы. Я вообще, в принципе, изначально дал такой небольшой круг в районе пляжа, в районе, ну, береговой линии. На саму береговую линию там особо не подъедешь. Она ближе к старому Мармарису, там уже ты едешь ближе к морю. А так получается, вот только можно ездить вот по таким улочкам и присматривать отели, ну, отталкиваясь от карты. Ну, на сегодня пробег-то небольшой у нас, ну, вот мы двинулись в Мармарис и нашли там, получается, вот такой вот замечательный отель. Для нас он действительно оказался замечательным, потому что он работает по системе шведского стола, все включено.
И по питанию довольно-таки для тройки было очень прилично. Ну, конечно, говядиной там не баловали, в основном курица, рыба, такие всяческие продукты. Да, как-то кальмаров давали. Ну, алкоголь опять же был включенный. Ну, я вам скажу, в принципе, мы не расстроились, потому что даже пройдя вот по набережной линии, посмотрев, да, вот это все с минимальной стоимости ценников ужина, да, вот одного блюда, в принципе, Адана кебаб, если повезет, здесь можно найти от 250 лир за порцию, это если повезет. А так, конечно, намного выше ценники. Вот, кстати, на видео сейчас вы сможете увидеть, да, это сколько по времени занимает сам проход от первой пляжной линии до самого отеля. Получилось у нас и мотоцикл припарковать возле отеля, поэтому, ну, отель нас полностью устроил и в плане отдыха, и стоимости, и соотношения цена-качество. Получается, можно было вообще, в принципе, за 2000 договориться, но он предложил по 100 лир доплатить, чтобы был вид на море. Ну и балкон, получается, как раз на котором там вещи можно было посушить. Видите, в принципе, тут уже, ну, я немного, секунд 10 прошло, да, мы уже с вами подходим к отелю. Вот он, получается, это корпус, вот это слева зеленый, это вот такой вот отельчик здесь. Ну, очень понравился по расположению, нам, кстати, повезло. Это был второй отель, который мы здесь посмотрели. Ну, мы еще, правда, по пляжной линии прошлись, поспрашивали. Здесь еще какая ситуация в Мармарисе? Все вот эти пляжные места, где лежаки, да, они принадлежат какому-то бару. Ну, за редким исключением отелю. И получается, если ты хочешь занять какой-то лежак, это ты должен, получается, приобрести либо пиво, либо проживать, ну, при отеле, в котором. Либо третий вариант оплатить это от 100 лир одно лежачее место. Но опять же, как говорят много сейчас мошенников, как они опять же так же сказали, да, местные, что ты вроде как ушел куда-то, буквально там, может быть, в туалет тебя приспичило. Вот, кстати, мотоцикл мы припарковали, как вы можете сейчас видеть. Вот, получается, отошел куда-то, да, возвращаешься, а он тебе говорит уже: все, извините, место ваше, ну, как бы уже до свидания. Это вот, кстати, на самом деле один из моментов, который мне не очень понравился. Потому что общественные пляжи, они либо очень далеко идти влево к старому Мармарису, либо есть такие небольшие прорехи, в которых там, ну, они совсем небольшие, в которых можно бесплатно там располагаться на песке и купаться. Ну, а так, конечно, на любителя. Каждый выбирает, что ему по душе ближе. Вот, кстати, вы сейчас можете увидеть, за что мы доплатили 100 лир в сутки. Ну, небольшой балкончик, уже повторюсь. Ну, вид отличный. С утра выйти, чашечку кофе попить там, или просто даже с таким видом вечером посидеть. Довольно-таки очень было приятно. Ну, мы, по сути, мы не любители ни отельного отдыха, да, как такового, ни, опять же, тех же бассейнов. Поэтому мы, в принципе, сильно в отеле не зависаем. Ну, а тем временем уже настал вечер, и мы пошли гулять по вечернему Мармарису. На корабле кататься поедем? Да, Медуза Горгона я уже присмотрел. Ну и, как обычно, везде, в принципе, во многих таких пляжных, ну, местах, это все начинается вот с таких зазывал, где на следующий день приглашают вас на экскурсии, получается, попутешествовать на вот таких разных кораблях. В принципе, она почти вся линия, там довольно-таки она очень длинная. Вы можете присмотреть для себя какой-то корабль, который вас интересует, и также его арендовать. Либо это будет общая экскурсия, либо индивидуальная экскурсия. Это вы уже на усмотрение вашего кошелька присматриваете. Ну а мы все глубже и глубже подходим к месту, где как раз таки расположен вот этот старый Мармарис. Вот эти вот старые улочки его, чем он и знаменит, в принципе. Ну, здесь очень много по вот этой пляжной линии получается различных магазинов с топовыми брендами. Ну, насколько они оригинальные, я не берусь судить, да, допустим, ковровые магазины. Тут же следом за ковровым магазином вот ресторан идет. И опять же, напротив вы можете присесть, да, вот эти вот замечательные и красивые яхты расположены. Ну, так, сам по себе вот такой колоритный город. Он вечером обязательно весь кипит, вот такой бурлит, очень много людей.
Ну, нам, в принципе, понравился. Опять же, можете там занять какое-то место вот наверху. Там очень много смотровых таких на вечерний этот Мармарис. Опять же, вы можете там сесть, отужинать и, ну, насладиться видами. Ё-моё. Одним моментом мы даже немного запереживали, что это за команда такая подъехала полицейских. Ну, скорее всего, это пересменка, потому что они потом все разбрелись по своим локациям. Ну, а там вдалеке, вы на горизонте можете посмотреть, там они проецируют на горе, там какие-то надписи. Ну, так, все живенько, красивенько и симпатичненько. Тем более, вы знаете, после того, когда у меня немного подпортилось настроение о Мармарисе, то, что здесь почти вся пляжная линия, она там вот, получается, выкуплена вот так отелями, либо ресторанами. Ну, так немного напрягает, да, после того, как где-то там на той же там в Алании был, в Анталии, там тоже, в принципе, пляжи, они все свободные в большинстве своем. Да там в том же Кемере, да, они там под отели больше распределены, конечно, но там много таких доступных пляжей. Ну, опять же, судить вам, смотрите, каждый что выбирает для себя. Ну, а мы тем временем вот пришли к такому торговому центру, походили по нему. Здесь, получается, уже более такие музыкальные улицы пошли с дискотеками и со всей такой вот суетой. Можете, кстати, послушать, насколько живая улица. И тут-то я вспомнил, ребята, сейчас же меня по-быстренькому забанят за вот эти авторские права, которые здесь звучат. Получается, вот идешь один клуб с одного, там одна музыка орет, с другого другая. Мне чем-то это напомнило в Таиланде остров Фипи. Получается, идешь по пляжной линии, буквально метров 50 проходишь, да, одна дискотека, и следом прям качает другая. И они все в море, вот это вот, а здесь друг напротив друга, они в таком шахматном порядке. Вроде мимо одной проходишь, да, через там 20 метров другая уже музыка звучит. Ну, довольно-таки колоритно, молодежно. Ну и, конечно же, я не смог пройти мимо такого красивого кокореча, если насколько правильно я произношу, да, это название. Такое блюдо, получается, вот в кишке они готовят. Ну, оно довольно-таки жирноватое на любителя. Ну, опять же, вот один из примеров, за что меня поругала моя супруга, сказала, вообще-то надо заранее спрашивать стоимость. Я тут, как обычно, уже под хорошим градусом подошел, уже просто хочу покушать кокорич. Ну и говорю, мне давай заворачивай поскорее его. И получилось, даже вот попросил немного переворачивать его, поготовить. Тут они меня сразу похвалили, какой ты молодец, ты, наверное, в России повар. Ну, все по красивой схеме. Похвали и заставь заплатить больше. Ну, опять же, уже не поспоришь, там вот 150 лир с меня попросили. Я говорю, у тебя ж тут шаурма по 100. Он, да, кокорич дороже, хотя всегда был дешевле. Ну, опять же, ничего страшного, постояли, повеселились. Ну и, в принципе, довольно-таки вкусный кокорич получился. Я доволен, супруга тоже, что меня поучила. Ну, все счастливы, а мы пошли дальше. Ну, а время неумолимо уже двигалось к тому, что пора уже двигаться в сторону кроватки. Ну, мы нашли пару таких симпатичных улочек. Вообще, конечно, ну, ночные города, они, наверное, все-таки играют совсем по-другому, чем когда вот, ну, днем ты смотришь его. Да, конечно, и там свой колорит. Ну, все вот эти освещения, они немного, конечно, скрашивают, да, какие-то недостатки. Поэтому, ну, всегда стоит посмотреть тот город, да, который вы хотели посетить в двух моментах. Это днем и, получается, и ночью. Сам он, видите, Мармарис, тут такой вот можно и направо, и налево, и можно даже местами заблудиться. И, ну, я думаю, по неопытности только. Если чуть-чуть более или менее ориентируешься, конечно, проблем не будет. Ну, а у нас тем временем уже наступил следующий день, и мы решили все-таки пойти посмотреть, как выглядит вот этот Мармарис старый, да, вот эти улочки, все это как выглядит днем. И, ну, я вам скажу, это тоже, конечно, стоит того, чтобы посетить, потому что они действительно такие маленькие, завитушечные, знаете, то в одну повернешь, то влево, то вправо.
там, ну, столько интересных локаций. Но опять же, это для тех, кто любит погулять, побродить. Ну, они в таком полугреческом, может быть, стиле в каком-то сделаны. Я же говорю, столько ступенечек, столько поворотов. Вот сейчас молодые люди, кстати, нам подсказали кафешечку, как пройти такую панорамную, она называется панорам-кафе. По рекомендации мы, кстати, чуть позже ее обязательно посетим. И пошли вот бродить вот по таким закоулочкам. Ну, очень эпичные такие места, знаете. Ну, стоит посмотреть, конечно, потому что там бывает, вроде бродишь, здесь же вроде ходил, потом раз в какой-то тупик зашел, потом нет, каким-то людям в гости зашел. Ну, очень понравилось. Ну, находились, конечно, места, мало того, что колоритные, ну, так немного под забитые мусором, но это уже мы там совсем в глубокие моменты заходили. А так, ну, очень красиво, достойно, чтобы побродить. Но учтите, опять же, здесь очень много вот этих всех подъемов. Подъем-спуск, все это по лестницам. Поэтому надо учитывать, что, ну, желательно, конечно, не бродить, да, по этим местам в такое жаркое время, чтобы вам, в принципе, было комфортно погулять здесь. А так, ну, очень интересно. Вот, кстати, как раз мы сейчас пойдем в эту кафешечку Панораму, вам обязательно покажем, как там все выглядит. Ну, опять же, здесь они говорят, что если вы хотите в нем побывать в этом кафе, они пускают только там, если вы купите, ну, какой-то напиток, там, либо кока-колу, либо элементарно какой-то салатик возьмете. Ну, по минимуму заказ на человека должен быть у вас. Мы приобрели по бутылочке пива. Ну, на самом деле вид просто потрясающий из кафешки, достойный этого посещения, поэтому обязательно вам внизу под описанием оставлю вам ссылку на это кафе, потому что, ну, я думаю, что достойно посещения. А так смотрите, как вам уже понравится. В общем, вот тут мы посидели и пошли вниз. После пива это, конечно, опасное путешествие. Сюда мы не пройдем. А сюда? Сюда мы тоже не пройдем. Тогда сюда. Ну и вообще, конечно, если вы сюда едете со своей второй половинкой, то учтите, выдвинувшись в сторону вот такого этого старого Мармариса, у вас здесь каждый уголок будет обфотографирован, потому что здесь, куда ни повернись, просто локации для фотосессии максимально за каждым углом и поворотом. Ну, а мы, в принципе, нагулявшись, зашли, купили парочку сувениров, поскольку мы не можем похвастаться большим багажным отделением, выбрали по минимуму. В общем, тут каждый вечер вот такая веселуха на пляже. Получается, в каждом баре есть комплект барменов, которых, в принципе, я думаю, заставляют вот так вот выступать. Да, сейчас там девушки какой-то шот себе специальный заказали, им вот такое выступление идет. Если не шот, то какой-то вот концертная группа будет выступать. И в большинстве своем днем видишь этих молодых людей, они обслуживают за стойками, либо работают как обычные бармены. Но у нас, в принципе, уже время ко сну, поскольку нам уже надо двигаться дальше. Мы вот отправились в сторону нашего отеля. В общем, подведя итоги, да, по отдыху в Мармарисе, ну, в принципе, нам, конечно, понравилось, да, в большинстве своем. Из минусов это проблема вот с этими лежаками, что они в основном платные, идут по большей части, да, самого этого пляжной стороны Мармариса. Старый Мармарис очень понравился. Вот опять же, отель нам этот очень понравился. Да, они здесь, в принципе, я так понял, что все в одной паре есть, конечно, мега крутые отели, но они там и, соответственно, по цене будут совсем другие. Здесь, кстати, очень приятный на ресепшене молодой человек нас из Белоруссии встретил. Он, кстати, и при выселении тоже был. Он довольно-таки часто работал все эти дни. По сути, он только один день выходной у него был. Очень милый, общительный. Ну и так, в принципе, и компанейский. Много что рассказал нам. Показал, куда и как сходить. Ну, поэтому нам Мармарис больше, конечно, положительных впечатлений оставил. Но
навряд ли мы захотим еще раз посетить его без какой-то там, ну, выгоды для себя, там, возможности. Для нас он больше как просто поставили галочку и, ну, по возможности будем смотреть уже другие города и возвращаться к тем интересным местам, которые на нас произвели большее впечатление. Но опять же, я здесь не хочу обидеть фанатов Мармариса, да, кому он больше понравился. У нас о нем сложилось сугубо вот такое впечатление. Поэтому мы продолжили наше путешествие, и у нас следующая остановка — это город Анталия. Мы давно уже путешествуем через этот город и никогда еще в нем не останавливались там более одного дня. По сути, мы только в него прилетали и уезжали в какой-то город отдыха, в котором... Да, а в Анталии как таковой мы, в принципе, никогда не гуляли и давно хотели его посмотреть. Он для нас, город, был очень интересен. И, в общем, у нас направление сейчас в его сторону. Да, кстати, поскольку я же обещал вам максимально освещать наши траты в путешествии, у нас в Мармарисе, получается, вот в последний день, когда мы были, мы заходили на Гранд-базар. У них такой большой, он довольно-таки протяженный, идет через почти весь старый Мармарис. Мы там покушали баранины, такое она получается как в лаваше, а дали 390 лир. По дороге в Анталию мы, кстати, будем проезжать один из наших любимых городов, это Фетхие и Алюденис, это два города рядом расположенных. И один из городов, которых мы хотели посетить, вот, кстати, рассмотрите, да, если кто-то будет путешествовать в этом районе, довольно-таки интересный город, это Каш. Он очень красивый, нам его рекомендовали, но в этот раз у нас по времени не очень складывается, поскольку у нас, к сожалению, отпуск не резиновый. Ну и что вы думаете? Конечно же, я не мог проехать мимо такого прекрасного блюда, которое сейчас для нас будут готовить. Это вот такой барашек на вертеле. И вот, кстати, здесь у многих есть вот такой вот, смотрите, симпатичный, это айран. Очень рекомендую его попробовать. Довольно-таки сливочное такое вкусное блюдо. Кто даже с молоком не дружит, не бойтесь, пейте его. Ну, если прям совсем какая-то нет непереносимости. Я в дорожку всегда с удовольствием употребляю вот такой вот айранчик, особенно вот под такую красивую барашку. Уж что-что, а тема барбекю все-таки у них довольно-таки очень хорошо развита. И я уж вам скажу, попробовав не одно блюдо, даже бывает, ну, останавливаешься от невозможности, да, дальше ехать, как бы, ну, уже хочется где-то перекусить, а кафе на вид не очень приличное, все равно останавливаешься, там ту же Адана кебаб, там они очень классно готовят, действительно замечательно у них это получается, все вот такое вот, ну, мясные блюда. Да, у кого-то кто-то попроигрышнее, кто-то, но всегда довольно-таки вкусно. Тем более вот эти порции у них, когда ты заказываешь, вроде бы заказал вот эту Адана кебаб, ну, прочее у нас люляшкой можно, да, назвать. А к ней всегда подадут и салатик подадут, и получается какую-то кашу к ней всегда приготовят. Она уже включена туда, как в порцию получается. И всегда сытый будешь. Ну, а если ты тем более не любитель налегать на пищу, я думаю, что для вас одной порции за глаза на человека это просто вот, ну, чтобы, как говорится, прям наесться. Ну а мы тем временем уже двинулись в сторону Анталии, и уже такие вот пейзажи, они вот эти Кемеровские горы, такой вот, ну, красивые моменты, конечно, мне очень эта дорога понравилась, тем более мы уже не первый раз по ней ехали. И вот потихонечку мы уже въезжаем в саму Анталию. Вот такой въезд всегда. Мы еще в прошлый раз, когда здесь посещали этот город, очень хотели сфотографироваться на фоне, да, какой-то вывески Анталия. Но как-то здесь вот таких вот стел на въезд в город мы не сильно наблюдали. Во многие большие города заезжаешь, ну вот так проскакиваешь, где-то там раз, там, о, Анталия, и все, и проскочил. А что-то такого прям, ну, громадного на въезде, ну, мы не встречали. Либо как-то очень отдаленно не подъехать, не сфотографироваться. Ну, а мы, как видите, уже прям в самой старой Анталии, уже этот район как раз-таки, здесь всякие базарчики. И у нас первая остановка — это ворота Адриана.
ну, значимое место для именно этой локации. Здесь мы запланировали первую остановку неспроста, поскольку у нас давно друзья переехали в этот район жить, и как раз мы здесь с ними хотели встретиться, а локация это довольно знаменитая. Такие красивые ворота. А вот что бывает, когда вы обожретесь сушами. О, разбудили. Извините, извините. Заговорила она Он король, он является именно... И тут, видите, на голде не проедешь. Ё-моё, гляньте, что за дороги. Ну а мы встретили наших друзей и двинулись гулять по старой Анталии, как раз таки в сторону башни Хидерлик. Она как раз таки находится на набережной, поэтому довольно-таки красивые здесь виды нас ожидали. Ну и в принципе вы можете тоже смотреть. Это сторона Кемера как раз просматривается, вот эта гористая местность. Вот сама эта башня получается. Ну и я думаю, что если вы знаете немного об Анталии, что вся вот такая прибрежная линия у нее, она вся такая скалистая, горная, очень мало именно пляжной линии здесь. Поэтому у большинства отелей просто вниз лестницы идут, а многие просто возят на общественные какие-то пляжи здесь. Так что если здесь вы планируете выбирать, да, какой-то отель именно в самом районе Анталии, или же планируете какой-то пакетный тур в этот регион, я думаю, что этот момент вы должны обязательно учесть, потому что с пляжной линией вот такая вот здесь проблема. Ну а мы тем временем пошли уже гулять по старой Анталии, получается, по вот этому району. Здесь опять же много очень улочек, но если взять, допустим, Мармарис, то там вот эти все улочки, они, ну, также эпичные и красивые, да, ничем не уступают. И даже выигрывают тем, что они там более старые. Здесь много очень, ну, прям видно, что они такие реконструированные все улочки. Но опять же, что здесь все так симпатичненько и красивенько, и это никак не отнимает вот этой вот эпичности, вот этих вот таких колоритности этих улочек, получается. Они все, ну, видите, в каком симпатичном стиле все сделаны, поэтому прогулки по этому месту вам доставят довольно-таки немало удовольствия. Тем более, ну, эти два района, их нельзя сравнивать, да, тут же Мармарис и Анталию старую, да, вот эти, потому что они далеко находятся друг от друга. Если бы это были разные районы Анталии, да, можно было бы там поконкурировать, повыделять их. А так, в принципе, ну, они чем-то похожи в плане того, что здесь, опять же, те же базарчики, те же, там, вот, опять же, базарчик с коврами, с какими-то, напротив кафешка обязательно какая-то, и также идешь по этой улочке, гуляешь. Ну, мы, в принципе, прошлись. Здесь основные улочки нам удалось преодолеть где-то, ну, часа за полтора. Я думаю, часа за 2-2,5 вообще, в принципе, перекроете весь этот район старой Анталии. Но это, опять же, я не беру, здесь же много всяких достопримечательностей. Опять же, здесь и старые мечети Шехзады есть, и, ну, много таких моментов. Там улицы такие, как с зонтиками, но обязательно мы ее тоже здесь посетим с вами. Ну и также, как я уже говорил ранее, здесь есть культ вот этого барбекю, здесь также культ вот этих ковров. У нас, я думаю, что где-то в 2000-х они свой пик пережили, а сейчас здесь, я думаю, что и до этого времени это все-таки знак богатства также у них остался. Но это у них в культуре, поэтому вот таких вот ковровых мастерских очень много, они такие довольно-таки колоритные. Здесь для фотосессии обязательно остановиться, что сделали в принципе мы. Ну и двинулись дальше. Здесь также, вот видите, как общественный транспорт, если в Стамбуле такие старые трамвайчики, они ходят, ну, как и общественные, и как дань вот этому колориту, то здесь вот такие вот симпатичные, они обычные рейсовые трамвайчики. Ну и, как я обещал, мы обязательно дошли до улицы со знаменитыми вот такими зонтиками. Мне кажется, основополагающая улица, да, где вот старт был дан вот такому вот арт-объекту в виде зонтиков. Сейчас уже во многих городах, в том числе даже у нас в Ставрополе, сделали так красиво. Ну, в принципе, нагулявшись по самой Анталии, посмотрев основные моменты именно в старом районе Анталии,
Мы, попрощавшись с нашими друзьями из Ставрополья, рванули дальше. А дальше у нас по планам было посетить, это в Анталии есть такое место, называется Дуденские водопады. Ну и в принципе после водопадов у нас по планам уже был поиск жилья. И уже отдохнув, нам нужно было двигаться дальше. Жилье, как обычно, мы не искали где-то. Единственное, что давно как-то я хотел остановиться в Анталии и знал, что здесь, ну, в крайней части, если смотреть, грубо говоря, с моря на Анталию, да, в правой части, в нижней, есть такой райончик довольно-таки симпатичный, как я предполагал, с различными отелями. Там довольно-таки очень большой разброс отелей, от 5-звездочных до 3-звездочных. И все они в нормальной ценовой категории находятся. И как раз таки в этом районе я и планировал произвести поиск отеля нужного и подходящего нам. Как вы заметили, в самом этом городе довольно-таки часто мелькают очень экзотические автомобили. Поэтому до этого мы то Феррари видели, тут Порше. Ну, как ни крути, это знаменитый курорт. И очень много здесь даже местных, довольно-таки зажиточных людей отдыхает. Ну а мы тем временем уже подобрались к самому водопаду. Получается, когда подходишь к самому водопаду, да, вот здесь от стоянки уже от самой, виды, конечно, не такие. Ну, она просто течет река вниз, ты ее не видишь. А когда вот, видите, обходишь, немного правее уходишь сюда, и открывается уже шикарный вид и на сам водопад, и на само Средиземное море. Здесь как раз таки мы вот с удовольствием пофотографировались, просто постояли, порелаксировали на него. Ну и сделали кучу, очень большую кучу фотографий, куда же мы без них. Ну и насладившись самим водопадом, мы двинулись в сторону как раз таки, где я планировал искать нам гостиницу, которая нам нужна была всего на одни сутки, чтобы отдохнуть перед дорогой. Да, давненько мы в таких старых номерах, конечно, не жили. Такой шкаф, вообще ни одной ни полочки, ничего. Простите, одна полочка и одна вешалка. Обманул вас. Вот такое трюмо красивое. Душ тут с туалетом. Да, кондер вообще это искусство, как оно вообще дышит. В общем, если вкратце, как нас угораздило так заселиться в таком прекрасном отеле. Получается, объехав несколько гостиниц, да, мы уже понимали, что вот-вот солнце сядет, а это все-таки последний день, когда мы будем у моря путешествовать. Остальное движение у нас будет вглубь, получается, уже Турции. Поэтому мы не хотели оттягивать и как бы выбрали эту гостиницу. И то изначально той гостиницу, которую я планировал, мы когда приехали, я говорю, слушай, ну в интернете стоит 1800. Он, да, ну а что поделать, через 2 дня, говорит, будет тоже 1800. А сейчас у нас, говорит, 2700. И до свидания, никаких ни торгов вам, ничего. Ну и, конечно, мы и здесь, в принципе, я тоже, когда разговаривал, они 2000 не уступали. Я кое-как сторговался за 1500. Ну, даже 1500 этот номер вообще не стоит. Это мы вот зашли в кафешечку поужинать, и уже вот наступило следующее утро. И мы решили прям, ну, ни секундочки не задерживаться в этом отеле, поскольку мне еще даже, кстати, пришлось пойти за дополнительным постельным бельем. Прям новое, я у него попросил, я говорю, дай мне, потому что то, что у вас там лежит, это, конечно, ну, страсти подобно. Мы новое уже сами взяли, все застелили, новое полотенце дополнительно, мы на подушке там полотенце кидали, чтобы тоже, я же говорю, как бы немного переживали. Тут с клопами бывает иногда история. Ну, конечно, очень расстроились. Обязательно напишем шикарный отзыв этой гостинице и оставим свои самые лучшие комментарии. Честно говоря, иногда очень сильно удивляешься вот этим гостиницам, да, в которые заезжаешь, ну, которые просто, ну, даже никогда в жизни не захочешь останавливаться. Ну, вот здесь, конечно, да, у нас выбора особо не было. Хотелось и на море быстрее искупаться, и нам, в принципе, переночевать было. Ну, вот у многих такое отношение иногда вот попадается, что вот пользуются гостиницей, да, насколько вот ее хватит, а остальное им вообще плевать.
И зачастую даже вот подходишь с людьми, разговариваешь, ну, нам переночевать, да, вот хоть чуть подвиньтесь по цене. Нет, они принципиально даже просто откажутся, даже чуть-чуть по цене подвигаться не будут. Хотя в этой гостинице цена явно завышенная при всех ее условиях. Я даже не знаю, она наполовину даже не была заполнена. И очень много, я так понял, что португальцы были там в этой гостинице. Ну, для меня это вообще загадка, как там можно проживать, может быть, за какие-то вообще непонятно маленькие деньги. Ну, в общем, в принципе, нам уже это не особо интересно, ведь мы продолжаем наше движение, а движение наше в сторону уже Каппадокии. И мы отдаляемся уже от Средиземного моря и углубляемся в горы и перевалы, которые как раз отделяют центр Турции от вот этого средиземноморского жаркого побережья. В прошлый раз, когда мы здесь двигались, получается, как раз таки тоже у нас был маршрут здесь проложен мимо Анталии, и как раз мы двигались тоже в сторону Каппадокии. И мы, получается, ночевали не в Анталии, а ночевали в Сиде. И проехали немного дальше над побережьем. И, получается, поехали по трассе номер D695. Она там в районе Кизилота уходит в центральную часть Турции. Для чего я это вам рассказываю, вы чуть позже поймете. А сейчас, поскольку мы переночевали в районе Анталии, мы вот такими вот прекрасными перевалами, мы по этой дороге ни разу не ездили. Мне даже в принципе было интересно прокатиться именно этим маршрутом. Мы поехали по дороге D687. Это как раз таки магистраль такая. И получилось, ее недавно как раз таки только закончили. Асфальт великолепнейший, вот такие повороты затяжные, ну вообще с дорогами, вы же понимаете, как здесь все красиво. Поэтому прокатиться было здесь просто невероятнейшее удовольствие. Куча таких перевалов, все такие вот смотровые, все это сделано. Ну и сама дорога. Опять же, вот тоннели очень великолепные. Этот тоннель, опять же, новый они пробили. 2 полосы в одну сторону, 2 полосы в другую сторону. Можно, если налево так посмотреть, такие кармашки, можно даже иногда вот такие пролеты, видно ту дорогу встречную. Если что, я так понимаю, как-то можно развернуться в эту сторону. Ну, логично, интересно и красиво вот это сделано. Вот такая вот дорога. Мы очень рады были, что двинулись именно этим маршрутом. Ну и поскольку стартовали мы, в принципе, рано из Анталии, и у нас по времени сейчас уже где-то в районе 9:30 утра, и перевал в районе 2000 метров над уровнем моря. Я вам скажу, ребята, уже прям таки было холодно очень. Вот так просто двигаться в жилетке. Так, ну а что, у нас привальчик, потому что мы околели просто капец. Даже Ирина оделась. Что там говорить за меня? Вот, кстати. Ну и вот, друзья, из-за чего я вам говорил вот эти вот уточнения по поводу номера трассы и почему мы здесь поехали. Ты понял? Вы просто не представляете, насколько я был рад видеть эту ягоду здесь. Тем более я знаю, что здесь она очень вкусная, и она не подвела меня. Мы даже когда одно место проехали, я говорю: Ир, не пойму, что это, клубника что ли? Ему я говорю: слушай, сейчас еще не будет, развернемся туда, поедем смотреть. И мы раз подъезжаем, здесь эта женщина, у нее вот такой вот ларечек здесь, она нам гезлеме спекла, приготовила. Вообще молодец, чаечек подогрела, клубничку продала. Блин, как я был рад этой клубнике, ребята. Я настолько рад этому перевалу, что мы даже его назвали не трасса D687, а клубничный перевал теперь он у нас будет называться. И при возможности будем всегда там ездить, поскольку они выращивают как раз таки там клубнику. Ну а что я вам хочу сказать. На этом эта серия потихонечку подходит к концу. У нас с вами еще одна серия, и мы, я думаю, что подведем финал нашего сериала. Ну а я желаю всем удачи, до новых встреч в следующей серии.